Внимание! Озон — это не просто воздух, а самый настоящий яд. Этот газ, химическая формула которого О3, сильнодействующий и токсичный окислитель. Поэтому озонатор можно включать, только строго следуя инструкциям по безопасности. Запомните железное правило. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставайтесь в помещении, которое обрабатывается. А после сеанса обязательно устраивайте тотальное проветривание. Игнорирование этих правил – это прямой путь к тяжелейшим отравлениям, повреждению легких и хроническим болезням, от которых уже не избавиться. Добрый день. Этим озонатором я пользуюсь уже очень давно, и он ни разу меня не подводил. Для управления я приспособил умную розетку. Это решение оказалось настоящей находкой. Просто выставляешь таймер на нужное время, и прибор сам отключится ровно в срок. Останется только немного подождать и как следует открыть окна. Впрочем, вы можете использовать любые другие модули управления. Тут полная свобода выбора. Без корпуса озонатор выглядел откровенно скучно. Этакий набор запчастей на столе. Но свои прямые обязанности он выполнял блестяще. Схема сборки проще не придумаешь. Соединяешь озонатор с вентилятором, подключаешь это все к питанию и готово. Так как я взял вентилятор на 220 вольт, никакие дополнительные блоки питания даже не понадобились. Свою главную работу уничтожения запахов и обеззараживания он делал отлично. Но вот беда. Все время мозолил глаза своей бескорпусностью. Все как-то руки не доходили привести его в божеский вид. Но сегодня этому недостатку пришел конец. Как ни странно, создать модель корпуса в трехмерной программе оказалось не так уж сложно. Даже с моим скромным опытом в проектировании. Я нарисовал аккуратную коробочку, виртуально разложил по полочкам всю начинку, продумал вентиляционные отверстия и систему креплений. И, конечно, не забыл про крышку, куда же без нее. А дальше началось самая захватывающая печать. Принтер, слой за слоем, словно скульптор, выращивал корпус буквально из ничего. Это удивительное чувство, когда твоя идея обретает физическую форму. Я выбрал ПЭТ, G-пластик. Он прочный, не пахнет и не вредит природе. Когда печать завершилась, осталась лишь приятная рутина. Аккуратно собрать все компоненты в единый организм и спаять схему. Теперь моим озонатором можно управлять как по старинке вручную, так и полностью автоматически. Да, голосовое управление тоже присутствует. И вот он, финал. Вы только посмотрите. Теперь это не кучка проводов и плат, а настоящий, полноценный, аккуратный прибор и безопасный. Теперь давайте поговорим о самом главном, о пользе, вреде и той тонкой грани, где одно переходит в другое. Мой личный опыт говорит о том, что озонатор — это инструмент колоссальной силы. Но правило «кашу маслом не испортишь» здесь смертельно опасно. Переборщить значит навредить себе по-крупному. Итак, чем же полезен озон? Прежде всего, это убийца номер один для всего живого. Что нам мешает? Он стерилизует в 3000 раз быстрее хлора и гораздо эффективнее ультрафиолета. Он разрывает белковую оболочку вируса, включая грипп, гепатит и коронавирусы. Он пробивает клеточные стенки бактерий вроде кишечной палочки и стафилококка. Он стирает с лица земли плесень, ее споры и грибок. Даже с простейшими паразитами, вроде лямблии, он расправляется без следа. Не случайно озоном дезинфицируют больничные палаты, гостиничные номера, инструменты хирургов и даже воду в промышленных масштабах. Его вторая суперсила уничтожения запахов. Озон не маскирует вонь химической отдушкой. Он просто стирает ее в порошок на молекулярном уровне. Запах табачного дыма, гари, краски, кошачьей метки или, страшно сказать, органического разложения для озона нет ничего невозможного. Но запомните, обрабатывать помещение, где находятся люди, чтобы убить запах их пота или болезни. Преступная халатность. Это метод для пустых комнат, машин и мебели. Вода, прошедшая через озонатор, становится кристально чистой. В отличие от хлора, озон не оставляет после себя ядовитых побочек. Он выбивает в осадок ржавчину, сероводород и марганец, убирает муть и привкусы. Именно поэтому им все чаще обрабатывают бассейны, глаза не щиплет. Кожа не сохнет. Пищевики тоже не отстают. Озоном моют овощи и фрукты, чтобы сальмонелла и листерия не попали к нам на стол, обеззараживают
мясные туши и зерно, продлевая им жизнь. Им дезинфицируют склады, холодильники и тару. Отдельная тема — медицина. Здесь нужно быть предельно осторожным. Озонотерапия — это не народный метод, а серьезная врачебная процедура. Да, озонированное масло отлично заживляет раны, ожоги и грибок. Да, существуют методы введения малых доз озона в кровь для поднятия иммунитета. Но самодеятельность здесь опасна, а споры об эффективности некоторых методов не утихают до сих пор. И, наконец, воздух после озонирования становится не просто чистым, а стерильным. Озон распадается обратно на кислород, не оставляя после себя химического шлейфа. В отличие от хлорки, воздух становится свежим, как после грозы. Но есть у этой медали и темная сторона. Озон — беспощадный окислитель. Попадая внутрь нас, он устраивает настоящий пожар. Первыми сдаются слизистые. Он буквально обжигает нос, горло и бронхи. Начинается кашель, першит, нечем дышать, давит грудь. Глаза слезятся и краснеют. Самый страшный удар приходится на легкие. Высокая концентрация озона пробивает альвеолы, те самые микроскопические пузырьки, которые насыщают нашу кровь кислородом. Итог может быть мгновенным: отек легких или отсроченным. Астма, хронический бронхит, одышка на ровном месте. Организм начинает голодать без кислорода. Отсюда головные боли, тошнота и слабость. Сердечникам озон добавляет проблем, а долгое сидение, даже на малых дозах, старит легочную ткань быстрее времени. И, кстати, страдает не только человек. Озон — враг резины. Он сушит и растрескивает уплотнители, игрушки, шланги. Обычные пластики держатся дольше, но если концентрация зашкаливает, страдают и они. Поэтому запомните правила выживания. Первое и нерушимое: людей, животных и цветов в комнате быть не должно. Никого. Выключили, ушли, заперли дверь, вернулись, открыли окна. Второе. Время — ваш дозиметр. Для обычной комнаты в 15 квадратов достаточно 2-5 минут работы. Для надежной дезинфекции нужно, чтобы концентрация во время обработки поднялась от 5 до 30 миллиграммов на кубический метр. Третье. Герметичность во время работы и глоток свободы после. Пока озон работает, окна и двери наглухо закрыты. После отключения дайте газу постоять в запертой комнате. Еще полчаса, час пусть, сделает свое дело. Затем открывайте все настежь и гуляйте минимум полчаса, пока не исчезнет характерный запах свежести. Четвертое. Прячьте ценности. Озон не щадит резину, выцветает краски, тускнит металлы и старит ткани. Если в комнате есть дорогие ковры, антикварные книги, серебряные подсвечники или просто любимые резиновые сапоги, накройте их плотной тканью или вовсе уберите. Используйте эту технологию с головой, и она станет вашим верным союзником. Лучше провести 2-3 коротких цикла с хорошим проветриванием, чем устроить одну долгую газовую атаку. В борьбе за идеально чистый и свежий воздух главное оружие — это разум. Спасибо, что были с нами. И помните, ваша безопасность всегда остается в ваших руках.